Самое попсовое произведение Шекспира. Его содержание нужно знать всем, чтобы не выглядеть необразованным. Общаюсь с людьми, там кажется, кто-то кого-то убил или сами себя. Да, сами себя, но почему? При каких обстоятельствах? Если нет времени читать всю пьесу, смотрите это видео. В нем я кратко пересказываю ее содержание. То есть, посмотрев этот короткий сюжет, вы будете знать о книге столько же, сколько и человек, который прочитал ее. Сегодня на повестке дня Шекспир, Ромео и Джульетта. Написал эту трагедию Шекспир давненько, в конце 16 века, 400 лет назад. За основу взял истории, написанные различными авторами о смерти двух веронских влюбленных с теми же именами. Итак, средневековая Италия, города Верона и Мантуя на севере Италии, между ними 44 километра. Есть две влиятельные семьи, Монтекки и Капулетти. Они враждуют, причем очень долго, скорее по привычке. Кто затеял эту вражду и когда, уже никто не помнит. Но традиция. Штука упрямая. Враждуют и точка. Более того, даже слуги из этих двух семей тоже между собой враждуют. Вот и в самом начале пьесы они устроили драку на городской площади Вероны. На эту драку пришли Бенволио из семьи Монтекки и Тибальт Капулетти. И тоже стали биться на мечах. Появляется местный герцог и приказывает всем под страхом смерти разойтись. Все расходятся. Появляется Ромео и общается с кузеном Бенволио. Ромео рассказывает, что страдает от любви к девушке Розалине. Бенволио его немного утешает. Глава семьи Капулетти рассказывает молодому графу Парису, что через 2 года, как только его дочери Джульетте исполнится 15 лет, он выдаст ее за него замуж. А пока, говорит, приходи на вечеринку, которую я сегодня организовываю. Капулетти отдает своему слуге список гостей, которых нужно пригласить на вечеринку. Слуга вне себя от радости. Что ему с этим списком делать, если он читать не умеет? Хотя непонятно, кто ему мешал об этом сказать хозяину. Ну да, Бог с ним. Слуга идет на улицу в надежде встретить того, кто умеет читать, и видит Бенволио с Ромео. «Сеньоры, вы читать умеете? Прочтите, пожалуйста». Ромео взял список в руки. «И куда это всех приглашают?» «На вечеринку к моему хозяину. Если вы не из Монтекки, приходите и вы». Бенволио троллит Ромео. «Иди, сходи на вечеринку. Там будет твоя любовь Розалина. Сравнишь ее с другими веронскими красавицами. Может, в кого другую влюбишься». А Ромео отвечает, что пойдет не на других девчонок смотреть, а чтобы наслаждаться своей Розалиной. Общаются мать Джульетты, Джульетта и ее кормилица. Джульетте почти 14 лет. Единственный ребенок в семье. Мать говорит, что пора тебя, дорогая, замуж выдавать. Ведь я в твои года давно уж матерью твоей была. Ромео, кстати, он на 2 года старше Джульетты, то есть ему 16 лет, со своими друзьями Бенволио и Меркуцио в масках, чтобы их не узнали, приходят на вечеринку Капулетти. Но Тибальт, племянник Капулетти, узнает голос Ромео и хочет драться. Сам Капулетти ему говорит, что о Ромео по Вероне ходят только хорошие слова, потому не лезь к нему, пусть парень развлекается. А Ромео тем временем увидел Джульетту. Предыдущая любовь Розалина мигом перестала существовать. Они немного пообщались и на прощание поцеловались. Вот как все быстро. И когда Джульетта убежала, он узнал, что она дочь Капулетти, врага его семьи. Вот, блин, попал, подумал Ромео. Джульетта тоже время не теряла. Расспросила кормилицу, кто тот парень. Она узнала и сказала: «Ромео, сын Монтекки». Вот, блин, попала, подумала Джульетта.
Когда вечеринка закончилась и все разошлись, Ромео перемахнул через забор и пошел к комнате Джульетты. Он понимал, что если его там схватят, то непременно убьют. Джульетта из окна говорила вслух сама с собою о любви к Ромео. Тот услышал и сказал, что он здесь. Боже, как у них все быстро. Я тебя люблю, и я тебя люблю. Завтра в 9 утра я пришлю к тебе человека, скажешь ему, где и когда мы поженимся. Хорошо. Еще до рассвета Ромео пришел к священнику, брату Лоренцо. Говорит: пожени сегодня нас. Тебя с Розалиной? Нет, с Джульеттой, дочкой Капулетти. Ё-моё, а как же Розалина, которую ты любил? Не люблю больше Розалину, люблю Джульетту, жениться хочу. Да, молодежь. Утром кормилица находит Ромео, чтобы узнать нужную информацию. Ромео говорит, чтобы Джульетта вечером приходила к брату Лоренцо. Он сначала ее исповедует, а потом обвенчает их. Вечером Джульетта пришла в церковь, а Ромео со священником уже ожидали ее. Поженились и разбежались. Через час после свадьбы Ромео, Меркуцио и Бенволио повстречали Тибальта с его друзьями. Провокация, драка. Ромео пытался остановить это, ведь Тибальт час назад стал его родственником. Но Тибальт ранит Меркуцио и убегает. Рана оказалась тяжелой, Меркуцио умирает. Тибальт возвращается. Тогда Ромео хватает меч и в драке убивает Тибальта. После этого, боясь гнева герцога Вероны, Ромео убегает. Возле убитых собираются граждане, Монтекки, Капулетти, герцог. Герцог принимает решение за убийство изгнать из города Ромео. Кормилица рассказывает Джульетте, что ее новоиспеченный муженек убил ее кузена Тибальта, а самого Ромео изгнали из города. Сначала девушка возмущена поступком Ромео, но потом задумывается, что если бы он не убил Тибальта, Тибальт бы убил его. Но что странно, она с такой горечью говорит об изгнании из города, как будто это равносильно смерти. Наверное, я чего-то не знаю. В моем понимании, ну изгнали, пойду в другой город, что с того? А она убивается из-за этого. Если кто знает, в чем подвох, напишите в комментариях. Джульетта говорит кормилице, что она потрахаться с ним хотела сегодня ночью, а его изгнали. Как теперь быть? Приведу я тебе твоего Ромео, знаю, где он прячется, натрахаешься еще. 13 лет, пипец. Брат Лоренцо сообщает Ромео о приговоре герцога. Тебя изгнали из Вероны. О нет, лучше смерть. Ты балбес, тебя только из Вероны изгнали, а мир большой. Нет, Верона для меня мир. Ну идиот, думает Лоренцо. Приходит кормилица. Где это счастье? Да вон, на полу валяется в соплях. Моя такая же. Лоренцо говорит Ромео: баба ты или мужик, возьми себя в руки. Ты радоваться должен. Не Тибальт убил тебя, а ты его. Не к смерти тебя приговорил герцог, а к изгнанию. Поедешь в Мантую, это 44 километра от Вероны. Там переждешь, скажем семьям, что вы женаты, перебесятся, попросим прощения у герцога, и все будет в шоколаде. Связь будем держать через слугу. Кормилица аж охренела. Боже, какой ты умный, Лоренцо. Отец Джульетты обещает графу Парису, что обвенчает с ним дочь в четверг. Все-таки траур в семье. Потому раз сегодня понедельник, то хотя бы до четверга нужно подождать. Ночью к Джульетте пришел Ромео. Автор ничего не пишет об этом, но понятно, что они не в шахматы играли. Под утро Ромео ушел. Это была их последняя встреча, когда оба были в здравии. В комнату к Джульетте приходит мать.
Горюешь по брату? Ага. Ничего, у меня в Мантуе есть знакомый, он отравит Ромео. Но у меня есть еще для тебя круче новость. Да, какая? В четверг с Парисом обвенчаешься ты. Да уж, радость-то какая. Когда отец узнал, что Джульетта не хочет за Париса, то стал волосы на жопе рвать. Послушайте, как он со своей дочерью общался. Тварь непокорная, твое рождение – это проклятие для нас. Если не пойдешь за Париса, вон из дома, убирайся к черту, хоть нищенствуй, подохни под забором. Мать говорит, ты мне не дочь, ну и родители, ну или переводчик. Джульетта просит о поддержке свою кормилицу, та отвечает, что Парис классный жених. Ромео по сравнению с ним кухонная тряпка. Выходи за Париса. За советом девушка идет к священнику. Тот ей говорит, что есть одно средство. Специальный яд. Если она его выпьет, то на протяжении 2 суток будет казаться мертвой. А когда проснется, рядом будет Ромео и заберет ее. Джульетта сразу соглашается на это. Лоренцо сказал выпить яд в среду вечером. Как-то с днями непонятно все. Когда Джульетта возвращается от священника, уже среда вдруг. То есть вторник где-то потерялся. Завтра свадьба. Вечером девушка выпивает яд. На всякий случай рядом кладет кинжал. Если вдруг средство не сработает, то она всегда сможет себя им пырнуть. Выпивает яд. На утро Джульетту находят мертвой. Конечно, все огорчены. Слуга печальную весть приносит в Мантую Ромео. Тот идет к аптекарю и покупает у него яд. Причем аптекарь сначала отказывается продавать, ведь по законам Мантуи за продажу ядов полагается смерть. Но деньги многое решают, даже сложные дифференциальные уравнения на экзамене. Дело в том, что брат Лоренцо после того, как дал яд Джульетте, сразу отправил посланника в Мантую, чтобы тот передал письмо Ромео, в котором он рассказывал о своем плане. Письмо посланник не смог доставить, потому Ромео ничего не знал, что его Джульетта на самом деле спит, а не мертва. Вечером Ромео приходит в склеп, где лежала Джульетта. Там уже был Парис, который принес цветы Джульетте. Ромео, послушай, друг, вали отсюда, не до тебя сейчас. Парис, с тобой биться буду. Ну ладно. Парис погибает, его тело Ромео заносит в склеп. Там он видит свою Джульетту. Со всеми признаками живого человека. Но балбес не может отличить мертвое тело от живого. Об этом я отдельное видео снимал. Трогательная сцена прощания, и Ромео выпивает яд. В склеп заходит брат Лоренцо. Просыпается Джульетта с вопросом, где ее муж. Лоренцо говорит, что рядом лежит мертвый. Давай пойдем отсюда. Я слышу, что люди сюда идут. Нет, я останусь, а ты иди. И священник уходит. Вот так, взял и ушел. Джульетта пытается выпить остатки яда из склянки Ромео. Не получается. Целует его, думая, что может яд на губах остался. Не получается. Тогда берет кинжал Ромео и закалывает себя. На следующее утро вся Верона оказалась у склепа Капулетти. Более того, Монтекки говорит, что ночью его жена умерла из-за грусти о сыне. Какой нахрен грусти, дорогой автор? Он же был жив-здоров, в 40 километрах отсюда. Чего умирать-то? Герцог Вероны допросил брата Лоренцо. Он рассказал все, что знал. А потом герцог раздолбал Монтекки и Капулетти за то, что те из-за своей тупой вражды столько смертей принесли. Тогда Капулетти протянул руку Монтекки. Тот ее пожал, пообещали друг другу, что поставят
памятники из золота Джульетте и ее Ромео. Обратите внимание, я сказал Джульетте и ее Ромео. Именно так в оригинале автор заканчивает свою пьесу. По его мнению, образ Джульетты главный в трагедии, а Ромео так себе.